Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Заранее извиняюсь, я немножко буду говорить в нос, как бы осень, сами понимаете. Но Лана Дель Рей выпустила новый альбом, называется он Blue Bannisters, и это вторая ее пластинка за этот год. Поэтому, конечно же, ее хочется обсудить. Традиционно, как всегда, быстренько пробегусь по трекам и обсудим сам альбом и, конечно же, оценочка. Не теряем времени, поехали. А как обычно, предупреждение, у меня новозеландский аккаунт Spotify, поэтому я могу слушать альбомы примерно за 10-12 часов до момента его выхода в СНГ. В странах СНГ он выходит в пятницу, 22 октября, в полночь по вашему времени. Я готовлю обзор заранее, чтобы вы могли знать, чего ожидать от альбома и что вообще интересно или не очень. На самом деле, по трекам мы действительно пробежимся быстренько, потому что не особо много мне есть что сказать прям про каждый конкретный трек, но вот про альбом много чего, поэтому давайте. Первая композиция Textbook, красивущий, приятный, открывающий трек на альбоме. Куплеты очень киношные, мне прям понравилось, как какой-то, знаете, саундтрек Джеймсу Бонду. И при этом мне понравилось, что настроение между куплетами и припевами, ну так, довольно разительно меняется. Второй трек Blue Bannisters, заглавный трек этого альбома. Сторителлинг Ланы всегда потрясающий, я его всегда люблю, мне это всегда будет нравиться, хоть она там, не знаю, 1000 песен напишет по похожему звучанию, но каждый раз ее история это что-то новое, это что-то интересное, это что-то то, что заставляет задуматься, как-то, знаете, инвестировать себя в ее историю, потому что, ну, Лана пишет здорово. И это уже не первый раз, когда слышно, что в первую очередь тут пишутся стихи, и потом уже только Лана там отдает их продюсеру, который там что-нибудь должен написать к этому быстренько. Трек номер 3 Arcadia, один из синглов. Про него я говорил в ролике кратко, поэтому можете тут посмотреть. Отличная композиция, мне все нравится. Четвертая у нас идет интерлюдия под названием The Trio. И тут прям такой я сижу, и в какой-то момент в голову просто прилетает эта интерлюдия. Я такой, хера себе, добрый день, значит, у нас сейчас такое настроение, потому что такое очень пафосное оркестровое начало, которое потом разрывается каким-то трэп-битом. Это прям здорово. Это, знаете, такой привет из прошлого Ланы. Она такое любит, она такое делала не на одном своем альбоме. И пятая композиция, я считаю, прекрасно продолжает настроение этой интерлюдии. Это Black Bathing Suit. И тут вообще, конечно, неплохо. Отличный припев, я обожаю такое звучание. Чем-то напоминает Норман Факин Роквелл местами. И в целом по настроению, по тому, как сделана эта композиция, она не для каждого, ее не каждый поймет. Она такая очень, знаете, all over the place, такая местами кажется, что где-то перемудрили, но на самом деле по настроению мне больше это напоминает альбом Fiona Apple и Fetched Bolt Cutters. Если кто смотрел мой обзор лучших альбомов прошлого года, то там была Fiona Apple. И я говорил об этом альбоме, что он нетипичный, он не для всех, он странный, но если вы прочувствуете такую музыку, то эмоция, которую вы испытаете, это вот что-то невероятное. Тут Лана вот пытается в эту степь пойти, и это здорово. If You Lie Down With Me, очередная просто красивая песня, инструментал в конце вообще крутой, там прям, знаете, оркестр такой жесткий, все хорошо. Седьмая Beautiful, просто красивая песня, на самом деле, как-то особых эмоций она мне не вызвала, потому что, наверное, показалась простоватой немножко. Восьмая Violet for Roses, снова красивая песня, вокально все хорошо, красиво, приятно. Девятая Dealer, это фит с группой Guards. Дэм, Лана, добрый день. Можно еще таких песен, пожалуйста, потому что это прям пипец. Это пипец. Эмоционально, очень жестко, так, знаете, залипательно звучит, очень органичный, но при этом интересный, необычный эксперимент на этом альбоме. Он такой не один, как вы уже могли заметить. Здорово, вообще, просто супер. То же самое про Thunder могу сказать, просто потрясающая песня. Wildflower, Wildfire мне тоже понравилось, все там хорошо. Дальше тоже Nectar of the Gods, наверное, слабенькая самая песня на этом альбоме, потому что она не вызывает каких-то особых эмоций.
Вот как бы есть, и я считаю, что её можно выкинуть, об этом я подробнее скажу в конце. В Living Legend в конце гитара просто отвал всего, здорово, классно. И последние 2 композиции — это такие, знаете, завершающие песенки колыбельные, и про них я тоже скажу подробнее в выводе альбома, к чему давайте и переходить. В общем-то, друзья, что я могу сказать? Мы получили весьма амбициозный проект от Ланы Дель Рей, в то время как я, в принципе, не ждал от Ланы уже ничего амбициозного. И этот альбом превзошел мои ожидания. Первые 3 трека на альбоме нас как-то расслабляют, погружают в такую, знаете, бытовуху. Это такие песни больше, знаете, про себя, про то, как что было, вот она как-то рефлексирует. И в целом на этом моменте ты уже готовишься к альбому из разряда Chemtrails of the Country Club, типа продолжение. И я считаю, что это было бы окей, потому что мы с Ланой прошли уже такой большой путь от начала ее карьеры, где она создавала себя как персонажа и делала какой-то просто вот cult following за собой. Как она меняла звучание, как она это звучание ввела в поп-музыку, и вот там сегодняшние условные Билли Айлиш, Лорд, Оливия Родриго и все остальные — это вот дети Ланы Дель Рей в каком-то смысле. Потом Лана достигла своего такого карьерного пика с Норман Факин Роквелл, когда все там критики в ножки ей поклонились, и это абсолютно великая работа, которая войдет в историю. И дальше вроде как Лана уже выросла, больше успокоилась, поняла, что она любит писать, и это как бы ей очень нравится. И вроде как на Chemtrails она дала понять, что вот это вот мне нравится, то, что я делаю, я хочу, мне уже все равно на остальных, я делаю так, как мне нравится. И вроде как ты с этой мыслью свыкаешься, потому что ладно, может выпускать еще хоть 20 альбомов, таких как условно Chemtrails, и это будут хорошие альбомы, которые там будут получать свои там 75 баллов, и все будет у него хорошо. Но после первых 3 песен, когда ты уже такой расслабился и ждешь вполне ожидаемый альбом от Ланы, к тебе вдруг в бошку прилетает интерлюдия и следующая композиция Black Bathing Suit. И тут ты понимаешь, что походу Лана еще не закончила удивлять. Я бы этот альбом сравнил со ступеньками, по которым ты поднимаешься. Мы начинаем с нижних ступенек, где у нас такая затравочка, простые жизненные композиции, но с каждой новой ступенькой ты становишься все выше и смотришь на картину более обширно, видишь новые какие-то горизонты, что-то интересное, и чтобы, знаете, не улететь куда-то в сторону, не упасть с этих ступенек, ты держишься за перила. Blue Bannisters. Это вот, знаете, ты держишься за перила, чтобы не улететь от какой-то реальности, потому что Лана очень умно имплементирует в свой новый альбом какие-то более жизненные темы, как пандемия коронавируса, как движение Black Lives Matter. При этом над всем этим всегда витает вот эта вот уникальная история Ланы, то, как она повествует очень красивыми какими-то выражениями, использует это все очень в точку, в тему, очень красиво. При этом на этом альбоме Лана выступает больше как реальная личность, которая стирает немножко границу того, как она себя показывала публике ранее. Потому что ранее у нас было конкретно Лана Дель Рей как персонаж, которая вся такая глэм-поп под старину, и все ее композиции, даже если были написаны там про нее и лично, были овеяны, знаете, такой вот историей, как это про чужого человека. Тут же она немножко стирает грань Ланы Дель Рей персонажа и Ланы Дель Рей человека, ну, по имени Элизабет Грант. То есть тут мы уже видим спокойного, состоявшегося человека, который давно отстоял свои границы, свое право на творчество и просто творит и пытается найти сама в себе какие-то новые грани, чтобы просто было весело. Лана довольно спокойно, но бойко пробует на новом материале эксперименты, и это здорово. И некоторые моменты с этого альбома я могу назвать одними из самых смелых композиций в ее карьере. И опять же, у альбома такая есть немножко тут градация, где мы начинали спокойно, где Лана рефлексировала на темы прошлого, как она поднималась, как не относилось общество, как она строила свою такую
империю, как она становилась важным игроком и легендой музыки, то ближе к концу она переходит в более важные вещи, которые ей интересны сейчас. То есть, к примеру, 2 последние композиции "Cherry Blossom" и "Sweet Carolina" — это колыбельные, которые она, по сути, написала для своей племянницы. И на последних песнях даже кредиты стоят у сестры и отца Ланы Дель Рей. То есть тут мы больше погружаемся в нее как живого человека, как именно вот Элизабет Грант. Я считаю, что Лана и ее Blue Bannisters рисуют нам новую артистку, очень самоосознанную, которая готова открывать реальную себя обществу и больше не играть так жестко с гранями между персонажем и личностью. Ну, немножко давайте тоже о каких-то минусах. Во-первых, я считаю, что альбом длинноват, он идет час. Я считаю, что буквально несколько, две-три композиции отсюда можно было убрать, и альбом бы не потерял в качестве, при этом был бы более такой, знаете, цепкий, органичный. Но, как я уже объяснил выше, и вы, надеюсь, уже поняли, Лана don't give a fuck. И это окей. Альбом полностью сосредоточен на вокале, на текстах, то есть тут музыка играет довольно второстепенную роль. И конкретно в случае с Ланой, когда ее тексты не разочаровывают, это в принципе работает, и это все хорошо. Поэтому что я могу сказать? Я считаю, что это один из самых интересных альбомов, которые Лана Дель Рей выпускала в своей карьере. И если альбому Chemtrails of the Country Club я ставил 8.0, и он просто прекрасный, хороший альбом, то этому альбому я на данный момент ставлю оценку 8.4 из 10. Браво, Лана Дель Рей. Это очень интересная пластинка. Ну и, конечно же, в конце мне очень интересно, что вы думаете о новом альбоме Ланы Дель Рей. Жду очень комментарии тех, кто залетит на этот видос. И спасибо большое за просмотр. А у меня на сегодня все. Всем пока.